Мира не видно. Громкое заявление из Берлина и Киева. В Украине дают понять, военное положение не будет отменено. Переговоры Путина и Уиткофа. Чего хочет Белый дом и какое послание отправил в Кремль Трамп? Переговоры США и Украины, как Вашингтон прогибает Киев и как много может забрать себе Америка. И главный вопрос: в обмен на что? Почему обвиняют Зеленского в срыве подписания соглашения из-за коррупционера в Киеве? Эстония наносит удар по России, реакция Москвы и скандал из-за задержания судна в Балтийском море. Что известно на этот час? Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Балтика на замке, дает понять Эстония. Таллин решил нанести удар по России, пишет западная пресса. Главная тема – действия военных кораблей Эстонии, которые накануне перехватили нефтяной танкер «Кивала». Он следовал в Усть-Лугу. Судно считает одной из единиц теневого флота РФ. По бумагам танкер шел под флагом Джибути. Но власти Джибути официально заявили, это не их корабль. А значит, классика теневого флота РФ. Схема, как обходить санкции и возить нефть в обход западного контроля, сообщают СМИ. Танкер «Кивала» находится под санкциями Британии, ЕС, Канады и Швейцарии. Теперь он задержан и стоит на якоре. Идет проверка документов и законности нахождения в экономической зоне Эстонии. Тем временем в Таллине активно обсуждают идею топить торговые суда, если те представляют угрозу. Применение силы может понадобиться для защиты инфраструктуры, оборонных объектов, портов, оборудования или судов, оказывающих жизненно важные услуги. На новость уже отреагировали у Путина. Отвратительно. Отвратительно. Надо думать, как противодействовать. Сама Эстония не может реализовать, Союз стоит. Надо понять, получить более подробную информацию, как противодействовать. Конца войны не видно, так считают в Берлине. Министр обороны Германии Писториус уверен, что мир пока недостижим. Мир в Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем. Мы обеспечим, чтобы Украина продолжала получать выгоду от нашей совместной военной поддержки. Россия должна понимать, что Украина способна продолжать борьбу, и мы будем ее поддерживать. О том, что война продолжится, дают понять и в Украине. Там, по сути, опровергли все публикации в западной прессе о том, что страна готовится к выборам президента, а поэтому вот-вот должна отменить военное положение. Нет, в Верховной Раде уверяют, такой вариант не для Украины. Военное положение, а вместе с тем и все запреты будут действовать и дальше. И мне кажется, что украинский парламент снова поддержит продление военного положения и продолжение мобилизации в Украине. Потому что, повторяю, война не закончена. Война продолжается. И государство должно продолжать заботиться о национальной безопасности. А терпение Трампа, похоже, на исходе. В своих соцсетях он адресовал новое сообщение для Путина. Текст небольшой, но в то же время все предельно ясно. Россия должна действовать. Слишком много людей умирает. Тысячи каждую неделю в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которой никогда не должно было быть и которая не случилась бы, если бы я был президентом. Для разогрева и для действия в РФ уже с третьим визитом отправили спецпосланника американского президента Стива Уиткофа. Впервые пресса показывает, как он встречает Путина рукопожатием и улыбкой, прикладывая руку к сердцу. Встреча проходила в Петербурге, вновь не была быстрой. Две предыдущие совокупно длились практически 10 часов. Западные медиа пишут, Трамп установил Путину крайний срок. До конца апреля тот должен пойти на перемирие в Украине. В Белом доме заявили, что новая встреча с Путиным – это еще один шаг, направленный на достижение режима тишины между Киевом и Москвой. Президент ясно дал понять, что он постоянно разочарован обеими сторонами этого конфликта и хочет, чтобы боевые действия прекратились. Он хочет окончания войны. Мы считаем, что у нас есть рычаги для переговоров о сделке, мирной сделке, и мы собираемся использовать эти рычаги. А президент полон решимости довести это до конца. Как итог, встреча длилась более 4 часов. Помощники Путина назвали беседу продуктивной, а на сайте Кремля появился лишь небольшой текст о закулисной встрече. Глава российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткофом.
Тема встречи – аспекты украинского урегулирования. Западная пресса при этом пишет, что в США обсуждается вопрос раздела Украины. В частности, упоминается Вторая мировая и Германия, разделенная Берлинской стеной. Но в современном варианте представители Трампа предлагают следующее. По одну сторону линии фронта силы Запада и Украины, которые контролируют мир, по другую сторону армии РФ. Под ее контролем те территории, которые она захватила. Что думаете о таких разговорах в Америке? Поделитесь мнением в комментариях. Украина приближается к подписанию той самой скандальной сделки по редкоземельным металлам. Очередной раунд переговоров между Киевом и Вашингтоном стартовал. Украинская делегация уже в Вашингтоне. Переговоры пока технические, без топ-чиновников, но ставки высокие. Ожидается жесткий торг. И пока публично Киев старается не конфликтовать и не раздражать администрацию Трампа. Слишком рисково портить отношения с Вашингтоном. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. В то же время в Вашингтоне, судя по всему, крайне недовольны действиями Зеленского. Там считают, что это соглашение можно было подписать еще в феврале. Но именно Зеленский сорвал самую простую сделку в мире. Об этом, напомню, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Американский министр уверяет, Зеленский в последние месяцы мечется. Он трижды собирался подписать договор, но трижды так этого и не сделал. Якобы потому, что, утверждает Бессент, что сделка не устроила украинских коррупционеров, которые разворовывают бюджет страны. Хотя сделка важна не только для Вашингтона, но и для Украины и для Москвы. В частности, для Кремля это тревожный звоночек. Мол, американцы зайдут в Украину для разработки полезных ископаемых, и уж тогда российские войска никуда не двинутся. Если вернуться к соглашению, то, на мой взгляд, одна из его сильнейших сторон в том, что оно гарантирует, что деньги пойдут на благо американского и украинского народов. Потому что, Такер, позволь сказать, чем это соглашение не является. Это не одно из этих хищнических китайских соглашений, где нужно подписать отказ от месторождений или портов. Это не займ, выданный с расчетом на то, что ты его не вернешь, и тогда все у тебя отнимут. Это настоящее экономическое партнерство. Украина вносит активы, мы можем привлечь займы от наших зарубежных банков, мы добавляем американский опыт и технологии, и мы не зарабатываем деньги, если они не зарабатывают. А знаешь, кому это не нравится? Тем, у кого руки в казне. Потому что мы контролировали поток средств. Думаю, в этом и кроется сбой. Подписи Зеленского и Трампа могли оказаться под текстом соглашения еще 28 февраля, во время визита Зеленского в Белый дом. Но все не задалось, как говорят, с порога. Трампу не понравился внешний вид Зеленского, а уже в овальном кабинете не понравилось, что Зеленский ему отвечает и перечит. Сейчас вы не в очень хорошем положении. Вы позволили себе оказаться в очень плохом положении, и он, оказывается, прав в этом. С самого начала войны. Вы не в хорошем положении. У вас сейчас нет козырей. С нами у вас появятся козыри. Я не играю в карты. Никаких козырей. Никаких козырей, господин президент. Я абсолютно серьезен. Сейчас вы играете в карты. Вы играете жизнями миллионов людей. Вы играете с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к этой стране. Она поддерживала вас гораздо больше, чем многие люди говорили, что должны были бы. После такого громкого скандала с хлопанием дверью Америка приостановила военную помощь Украине и обмен разведданными с Киевом. Зеленский явно был недоволен результатом и начал писать в сети сообщения, адресованные Трампу. Цитирую: «Пришло время все исправить. Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате». Трамп принял эти слова как извинение и заявил, что вновь готов садиться с Зеленским за стол переговоров. И буквально несколько минут назад я также подписал указ, направленный на резкое увеличение добычи стратегически важных минералов и редкоземельных элементов. Это очень важно для нашей страны. Как вы знаете, мы также подписываем соглашения в разных регионах мира, чтобы получить доступ к редкоземельным ресурсам, минералам и многим другим вещам, особенно на территории Украины. У нас все складывается очень хорошо в отношении Украины и России. И одна из вещей, которую мы скоро сделаем, это подпишем соглашение с Украиной по редкоземельным элементам. У них действительно огромные запасы. Они представляют большую ценность, и мы это ценим. Но не все так просто, как представляет Трамп. Он резко изменил правила игры и условия сделки. В сеть попал текст документа, который должны подписать
подписать Украина и США. Подробности опубликовали Bloomberg и Financial Times. Ключевые положения следующие. Соглашение будет распространяться на все природные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины. США получат полномочия по контролю над инвестициями в инфраструктуру, связанную с эксплуатацией природных ресурсов, в том числе автомобильные и железные дороги, порты, шахты, перерабатывающие заводы. США получат право первыми требовать прибыль, перечисляемую в специальный инвестиционный фонд, который станет распределять доходы между двумя странами. Украина будет должна отчислять в фонд 50% доходов от всех новых проектов в области природных ресурсов и инфраструктуры. У договора нет временных рамок, он запрещает Киеву продавать важнейшие и полезные ископаемые странам, стратегическим конкурентам США. Также журналисты отмечают, что новый текст сделки может противоречить намерению Украины вступить в Европейский Союз. Зеленский был, мягко сказать, в недоумении. Это абсолютно другой документ. Там много всего, о чем не шла речь. А также появились некоторые вещи, которые, скажем так, раньше стороны отвергали уже. И поэтому этот документ, я не хочу поднимать новую волну, потому что я очень хочу, чтобы мы получили конкретную рецензию юристов на самом высоком уровне. А еще на Банковой устроили переполох и масштабное расследование. Утечка документов в сеть поразила Киев. Зеленский назвал это событие странным и, по данным Financial Times, поручил Службе безопасности Украины провести расследование, в рамках которого чиновников из различных ведомств проверяют на детекторе лжи. После утечки данных в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что сейчас украинская сторона работает с американскими коллегами с целью согласования взаимовыгодного текста для подписания. 28 марта по дипломатическим каналам был получен новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны. Как известно, украинская сторона была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение. У нас есть свое законодательство по разработке такого типа документов. Соответственно, были осуществлены необходимые процедуры для начала прохождения внутренних необходимых государственных процедур. Тоже подтверждаю вам, что мы уже начали консультации с американской стороной относительно текста соглашения. А теперь к некоторым деталям. Добыча полезных ископаемых в Украине в рамках сделки с США потребует миллиарды вложений и может занять десятилетия, что совсем не соответствует временным рамкам, которые, похоже, представлял себе Трамп. Об этом пишет издание «Политика». Изначально минералы были частью мирного соглашения, которое продвигал в прошлом году Зеленский. Этот пакет также включал приглашение в НАТО и обязательства Запада продолжать вооружать Украину. Из всех требований остались только минералы, и теперь они превращаются в экзистенциальную проблему для Украины. Цитата: «В проекте документа нет никаких гарантий безопасности, дополнительной помощи или инвестиций, но он представляет Вашингтону преференциальный доступ ко всем природным ресурсам Украины, а также финансовый контроль над фондом реконструкции государства и всеми его проектами до тех пор, пока Киев не выплатит миллиарды долларов США за военную помощь, которая изначально предоставлялась в виде грантов». К тому же, как вы помните, Зеленский уже заявлял, что Украина не будет признавать военную помощь от США долгом. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи.